Здравствуйте, дорогие подписчики и все, кто смотрит мои видео. И вот я снова с вами. Сегодня будет царский ужин. Это уже не первое видео, как я готовлю хаш. Но я обещал, что куплю крупную ногу зрелой говядины, чтобы приготовить уже очень насыщенный, наваристый хаш, и сниму видео. На этот раз, как вы видите, я взял крупную ногу зрелой говядины. Но вместе с ней будет вариться еще и говяжий хвост. Это идеальное сочетание ингредиентов, чтобы получился вкуснейший хаш. Сначала я помою хвост и заодно расскажу вам немного о его пользе. В говяжьих хвостах содержится большое количество коллагена. Он содержится в сухожилиях, хрящах, мышцах, органах и коже человека, находится в межклеточном пространстве и клетках. Коллаген придает органам и тканям упругость и эластичность, замедляя их старение, поэтому используется при болях в суставах и восстановлении после переломов. Благодаря содержанию в нем большого количества коллагена и небольшой калорийности, говяжий хвост очень полезен для здоровья человека. В химический состав говяжьих хвостов входит желатин, влияющий на свертывание крови, поэтому употребление этого продукта – профилактическая мера для хорошей работы сосудов и сердца. Все. Теперь хвост надо нарезать на куски. Разделить хвост на части очень легко, нужно делать разрезы между суставами. Разрезается очень легко. А теперь нужно хорошо помыть говяжьи копыта в проточной воде и ножом соскоблить поверхность на коже от грязи. Нужно это делать тщательно, нога должна быть чистой. Кое в каких местах можно отрезать часть кожи, если грязи много. А дальше следует разделить копыта на несколько частей. Чтобы было проще это сделать, нужно найти на ощупь сустав и разрезать по нему. Я разделил ногу. Так как она слишком большая для одного человека, то я приготовлю половину этой ноги, вторую пока уберу в морозилку. Все. Эти две части и хвост готовы к длительной варке. Вариться такой продукт должен очень долго на очень маленьком огне. Я буду варить 10 часов, точнее даже не варить, а томить. В таком приготовлении блюдо получится просто шикарное, бульон будет супер наваристым. Я сперва уложу в пустую кастрюлю все куски, чтобы они были распределены в одном ряде, а затем сразу налью горячую кипящую воду. Включаю сразу сильный газ и жду несколько минут, когда сильно закипит, для того чтобы убрать пенку. Но вот вода закипела, и посмотрите, как много пенки. Теперь, не убавляя газ, собираю всю пенку до тех пор, пока она не закончится. Ну вот, вся пенка убрана, теперь убавляю немного огонь и добавляю в кастрюлю 3 ингредиента, это 1 репчатый лук, черный перец горошком, лавровый лист. Теперь убавляю огонь на самый минимальный, накрываю крышкой, и будет так томиться все около 10 часов. Вы увидите, какая красота получится. Ну вот, прошли эти долгожданные 10 часов. Открываю. Посмотрите, какой бульон. Как много воды испарилось, и бульон стал очень наваристым и ароматным. И там уже все кости сами отделились полностью от мяса. Это редкий случай. Сейчас я вам все покажу. Посмотрите, кости совсем чистые, как будто кто-то тщательно отделил мясо от костей. Вы видели когда-нибудь такое? И мясо хвоста стало просто супер мягким, оно тоже отделилось от костей. Получилось просто супер. Я сам восхищен от того, как все приготовилось. А для того, чтобы правильно подать это блюдо,
Нужно подготовить глубокую тарелку, в которой будет подаваться этот ароматный и наваристый как клей бульон. Для этого нужно взять несколько долек чеснока и измельчить их в чеснокодавке, либо же можно ножом. Добавить щепотку черного перца, щепотку соли. И теперь можно наливать в тарелку замечательный ароматный бульон вместе с мягким мясом. Большую часть мяса я положу на большую плоскую тарелку. Ну прям как доктор прописал. Теперь хорошо помешаю, чтобы чеснок, перец и соль хорошо соединились с бульоном. И все остальное переложу в большую тарелку, вместе с отделившимися уже большими костями, чтобы показать вам полностью весь мясной продукт. Это поистине царское блюдо. Такое простое и дешевое блюдо обладает очень богатым набором полезных витаминов и минералов. При заболеваниях суставов и проблемах с опорно-двигательной системой истончается хрящевая ткань, нарушаются функции синовиальной жидкости. Для лечения таких явлений следует подпитывать суставы с помощью подобных блюд. То, что вы видите в тарелке, это коллаген и желатин, который способен справиться с подобной задачей. Все готово, стол накрыт. Посмотрите, какая красота, сколько вкусного мяса с большим количеством коллагена, который так необходим нашим связкам и суставам. Все настолько мягкое и нежное, что будет само таять во рту. В детстве я не понимал и не любил это блюдо. Но уже во взрослом возрасте я понял, насколько это блюдо ценно своим богатым набором полезных веществ. И также очень полюбил вкус этого продукта из говяжьих копыт, который стоит очень дешево, но несет огромную пользу для человека. Я вам от души советую иногда употреблять в пищу такое замечательное и богатое блюдо, хотя и стоит это дешево, но в реальности это можно назвать богатым продуктом. Я постарался в своем ролике не только показать рецепт приготовления этого блюда, но еще и немного рассказать о значимости и ценности данного продукта, с той целью, чтобы как-то помочь тем, кто еще не знает, какую пользу несет данный продукт для человеческого организма. Если вам было интересно, ставьте лайки, а также при возможности подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Вам будет совсем не трудно, а мне будет это очень приятно. Я буду дальше продолжать снимать разные рецепты. Спасибо, что были со мной. Желаю всем удачи и хорошего настроения на каждый день. Берегите себя. С вами был канал Скромная жизнь. До новых встреч.